Трагедия в новогоднюю ночь. На горнолыжном курорте Швейцарии загорелся битком набитый людьми бар. Си Цзиньпин пообещал захватить Тайвань в новом году. На острове готовят ответ для Си. Президенты мира. Дональд Трамп за мир во всем мире и другие поздравления президентов. Россия опять обвиняет Украину в атаках. Теперь на кафе в оккупированной россиянами части Херсонской области. Кто стал жертвами атаки, не уточняется. Командир русского добровольческого корпуса оказался жив. ГУР Украины провело спецоперацию против заказчиков из ФСБ. Новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани принес присягу на Коране в новогоднюю ночь. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Десятки погибших, более 100 человек ранены в результате взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана на юго-западе Швейцарии. По информации полиции Швейцарии, погибли около 40 человек. Однако на пресс-конференции, посвященной пожару, точные данные озвучены не были. Взрыв произошел в баре «Ле Констелласьон». Там много людей собралось на празднование Нового года. Взрыв произошел в половину второго ночи, после чего начался пожар. Это не теракт, заявляют власти. Однако причины пожара пока не установлены. На горнолыжном курорте объявлено чрезвычайное положение. В районе Кран-Монтана ввели бесполетную зону. Территория возле бара оцеплена. На момент, когда я с вами говорю, всем пострадавшим уже оказана помощь. Мы насчитали около 100 раненых, большинство из них в тяжелом состоянии, и, к сожалению, несколько десятков человек считаются погибшими. В настоящее время главная улица Крана закрыта для проведения следственных действий. За несколько часов до Нового года президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social ссылку на статью газеты New York Post и сам же процитировал ее название. «Путин является препятствием на пути к миру». В статье говорится, что встреча Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго дала повод для осторожного оптимизма по поводу близкого завершения войны. Однако, по версии авторов, Путин предпочел распространить ложь о том, что Украина якобы попыталась атаковать одну из его резиденций. В статье отмечается, что Россия не предоставила никаких доказательств атаки, факт который Киев отрицает. Авторы статьи высказывают предположение, что история была, скорее всего, придумана или преувеличена Россией, чтобы дать повод Москве ужесточить позицию и сорвать переговоры. А Трамп устроил новогоднюю вечеринку в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Президента сопровождала первая леди. Мелания Трамп появилась в блестящем серебряном платье, а ее супруг был одет в традиционный смокинг. Во время торжества американский президент выступил перед гостями с речью об экономических достижениях страны и провел необычный благотворительный аукцион. К слову, среди почетных гостей праздничного вечера были премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вместе с женой. Главным лотом аукциона стала картина с изображением Иисуса, которая была написана на глазах у гостей вечеринки. Полотно продали почти за $3 миллиона. Во время короткого общения с журналистами Трамп уклонился от вопроса о возможном направлении американских войск в Украину в рамках гарантий безопасности. А когда журналист спросил его, что он может пожелать на Новый год, Трамп ответил: «Мир на земле». Также лидер США отказался комментировать заявление президента Зеленского о том, что Украина не подпишет слабое мирное соглашение для завершения войны с Россией. «Украина хочет мира, но не любой ценой и не готова сдаться, несмотря на усталость от войны», сказал президент Зеленский в новогоднюю ночь. Он подчеркнул, что Киев стремится к завершению конфликта, но только на условиях, которые сохранят государство, и выразил уверенность, что без Украины невозможно добиться прочного мира. Зеленский также коснулся темы международной поддержки, в частности, отношений с США. Он отметил, что Киев сталкивался с трудностями в диалоге с Вашингтоном, однако сотрудничество оставалось важным для обеспечения военной и экономической помощи, которая укрепляет обороноспособность страны. По словам президента Украины, он поставит подпись только под сильным мирным соглашением, способным гарантировать долгосрочную безопасность и стабильность Украины. Я благодарю каждого лидера, кто поддерживает Украину и кто понимает самое главное. Сегодня есть только два варианта. И только два. Либо мир остановит войну России, либо Россия втянет мир в свою войну. И это шок. Шок, что после стольких войн, после 4 лет такой войны в Украине, в Европе, к сожалению, приходится это объяснять многим. Мы объясняем, повторяем, и даже уже меняются лидеры, а вопросы остаются те же. Способна ли Америка остановить агрессора очень быстро и решительно? Однозначно. Хотелось бы нам этого очень. Конечно. А когда это возможно? Всегда. А когда это нужно вам? Еще вчера нам это было нужно. В 2026 году это возможно.
Санкции есть, мы благодарны. Санкции кусают Россию, но сработает только мертвая хватка. Российская нефть уже дешевле, но их танкеры должны полностью остановиться, чтобы остановилась война. Воссоединение Китая и Тайваня исторически неизбежно, заявил во время новогоднего обращения к народу лидер Китая Си Цзиньпин. По его словам, людей как в Китае, так и на Тайване связывают кровные узы, которые крепче воды. В своей речи Си также напомнил о памятной дате – Дне возвращения Тайваня. Эту дату в Китае учредили в 2025 году в честь окончания японского колониального правления на Тайване в 1945 году. Также Си отметил, что Пекин раскрыл миру свои объятия и перечислил международные конференции, недавно проходившие в КНР, в том числе саммит Шанхайской организации сотрудничества, на котором присутствовал Путин. Как пишет Guardian, трансляция речи Си на государственном телевидении Китая сопровождалась кадрами крупнейшего в истории страны военного парада. Напомним, он состоялся в сентябре прошлого года. Во время парада, который многие страны расценили как откровенную демонстрацию военной мощи, Си, Путин и Ким Чен Ын стояли рядом на трибуне. Это геополитическое сближение назвали осью потрясений. Совокупный объем экономики Китая непрерывно достигал новых рубежей. Ожидается, что в этом году он достигнет 140 миллиардов юаней. Экономическая мощь, технологический потенциал, обороноспособность и совокупная национальная сила вышли на новый уровень. Тайвань готовится к войне с Китаем. Президент Тайваня Лай Цзиньде, поздравляя соотечественников с Новым годом, заявил, что остров решительно настроен защищать свой суверенитет и будет усиливать оборону на фоне растущей экспансии Китая. При этом Цзиньде призвал оппозиционные партии поддержать его план по увеличению оборонных расходов Тайваня на 40 миллиардов долларов. Предложение, которое сейчас застряло вместе с другими вопросами в политическом тупике в контролируемом оппозицией парламенте. По его словам, 2026 год будет решающий для Тайваня. «Остров должен готовиться к худшему, но надеяться на лучшее», — сказал Лай Цзиньде. Выступление лидера Тайваня прозвучало через 2 дня после окончания масштабных китайских учений с символическим названием «Миссия справедливости 2025». Напомним, Китай выпустил десятки ракет в сторону Тайваня и развернул большое количество военных кораблей и самолетов вблизи острова, демонстрируя свои силы и боевые возможности. Военные маневры вызвали обеспокоенность у западных союзников Тайваня, включая Европейскую комиссию и Великобританию. Что касается того, о чем вы упомянули, что Китай надеется быть готовым к нападению на Тайвань к 2027 году, сможет ли он достичь этой цели в намеченные сроки, это другой вопрос. Для Тайваня же самое важное, как сказано в трактате Сунь Цзы, искусство войны. Не полагайся на то, что враг не придет, а полагайся на собственную готовность встретить его. Мы должны исходить из наихудших предположений и одновременно делать наилучшую подготовку. Поэтому наступающий 2026 год является крайне важным годом для Тайваня. В этом году британцам жить станет легче, пообещал в своей новогодней речи премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он признал, что в стране непростые времена, однако вскоре, по словам Стармера, население заметит позитивные изменения. В том числе цифры в платежках за коммунальные услуги станут меньше, сказал глава правительства. Стармер рассчитывает, что 2026 год будет переломным как для страны, так и для его партии. Когда Великобритания повернет за угол, а наше будущее окажется под нашим контролем, настоящая Великобритания проявит себя сильнее, подчеркнул премьер-министр. Популярные британские СМИ пишут, что Кир Стармер вступает в 2026 год как самый непопулярный, согласно данным некоторых соцопросов, премьер-министр в истории, а партия готовится к поражению на местных выборах, которые пройдут в мае этого года. В Великобритании уже давно непростые времена. Для многих жизнь все еще сложнее, чем должна быть. Людям не хватает чуть больше денег в кошельках, возможности пообедать вне дома, съездить в отпуск, шанса сделать особенный семейный момент по-настоящему особенным. В 2026 году принятые нами решения позволят большему числу людей ощутить положительные изменения в счетах за услуги, в их сообществах и в системе здравоохранения. Но еще больше людей вновь почувствуют надежду, веру в то, что ситуация может и будет меняться к лучшему. Ощутят, что обещание обновления может стать реальностью. Путин в черном пальто на фоне Кремля в новогоднюю ночь говорил о судьбе России и единстве ее народа, которое, по его словам, обеспечивает суверенитет и безопасность Отечества. Большую часть праздничной речи он посвятил российским бойцам, которые воюют против Украины. Мы стремимся порадовать, согреть своим вниманием тех, кто нуждается в участии и заботе. И, конечно, словом и делом
поддержать наших героев, участников специальной военной операции. Вы взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России, уверяю вас, вместе с вами в эту новогоднюю ночь. Думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной, преданной любви к России. Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом. Верим в вас и нашу победу. Президент Казахстана Токаев, поздравляя свой народ с Новым годом, основной акцент сделал на экономике, инфраструктуре, социальной политике и технологической трансформации страны. Мною принято решение объявить следующий год годом цифровизации и искусственного интеллекта. Внедрение передовых технологий позволит усилить потенциал страны во всех сферах. Наша обязанность в практическом плане проявлять заботу о подрастающем поколении. Совсем скоро в рамках моей инициативы Нацфонд детям на счет каждого ребенка уже в 3-й раз поступят финансовые средства. Государство продолжит выполнять свои социальные обязательства. Как это было и ранее, особое внимание уделим образованию и здравоохранению. Мы должны упорно трудиться, чтобы в 2026 году наша страна достигла новых успехов на благо народа. Александр Лукашенко, занимающий кресло президента Беларуси, в новогоднюю ночь позвонил министру обороны Виктору Хренину. Видео разговора показали в гостелеэфире непосредственно перед президентским новогодним обращением. Во время созвона Лукашенко поинтересовался у Хренина. Далее цитата. «Как там наши противники, соперники и, не дай бог, враги? Ты же понимаешь, что у кого-то праздник, кто-то отмечает, а нам с тобой не до праздников. Надо все видеть, что происходит». Конец цитаты. В поздравлении белорусскому народу Лукашенко пожелал мира, назвав уходящий 2025 год неплохим, хотя и нелегким. Объединять, а не разжигать. Разговаривать, а не кричать. И это не слабость, это наша сила оттуда, от предков. Мы просто уверенно делаем свое дело. Никогда не ищем ссор и конфликтов, но точно можем постоять за себя. Так жили и будем жить. И ритм ближайших лет обозначен. Время конкретных дел. 1 января Россия атаковала порты в Одесской области. Взрывы прогремели в Одесском и Измаильском портах. По словам вице-премьер-министра Украины Алексея Кулебы, в Измаильском порту повреждены портовые причалы и техника. В Одесском порту обломками вражеских беспилотников и взрывной волной также повреждены портовое оборудование, транспорт и объекты инфраструктуры. Обошлось без пострадавших. В Волынской области, это запад Украины, зафиксировано около 7 попаданий ударными дронами. По объектам энергетики и локомотивному депо в городе Ковель. Из-за обстрелов более 100 тысяч абонентов в Волыни остались без света. В Конотопе Сумской области, по данным Кулебы, армия России ударила по грузовым вагонам на железнодорожной станции. Погибших и раненых нет, сообщают местные власти. В России заявили о теракте в оккупированной части Херсонской области, населенном пункте Харлы. Утром 1 января так называемый губернатор аннексированной Херсонщины Сальдо сообщил, что якобы украинские военные атаковали в новогоднюю ночь кафе и отель, где местное население праздновало Новый год. По словам Сальдо, погибли 24 человека, более 50 получили ранения. В Следственном комитете России возбудили уголовное дело по статье о теракте. Украинский военный удар по Харлам не комментировали. В сообщении Генерального штаба ВСУ об ударах по России от 1 января этот населенный пункт не упоминается. В сети также не зафиксированы геолокации, спутниковые снимки или свидетельские материалы, которые могли бы независимо подтвердить заявленные обстоятельства. Командир русского добровольческого корпуса Денис Капустин, о ликвидации которого недавно сообщили российские СМИ, жив. Об этом заявили в Главном управлении разведки украинского Минобороны, уточнив, что это была часть спецоперации украинской разведслужбы. 1 января ГУР опубликовала фрагмент видеоконференции, в которую включились Буданов и Капустин. Под видео публикация, которая начинается словами «Провал спецслужб РФ». Капустин сейчас находится на территории Украины и готовится к выполнению новых заданий, сказано в сообщении. Убийство Дениса Капустина, командира подразделения «Русский добровольческий корпус», воюющего против Москвы в составе спецподразделения Тимура, ГУР-МО Украины, заказали спецслужбы государства-агрессора России и выделили на реализацию преступления $500 000. В результате комплексной спецоперации ГУР-МО Украины, которая длилась более месяца, сохранена жизнь командира РДК Дениса Капустина,
которого российский диктатор Владимир Путин считает личным врагом, а также установлен круг лиц, заказчиков преступления в российских спецслужбах и исполнителей. Зохран Мамдани, первый мэр Нью-Йорка мусульманского происхождения, на церемонии присяги положил руку на Коран, передает The New York Times. Церемония присяги состоялась вскоре после полуночи 1 января. Один из экземпляров Корана принадлежал деду Мамдани. Им мэр Нью-Йорка воспользуется днем для отдельной публичной церемонии в мэрии. Другой экземпляр когда-то был у Артура Шомбурга, чернокожего писателя и историка. Нью-Йоркская публичная библиотека предоставила его мэру на время. Для публичной церемонии в мэрии он использует Кораны своего деда и бабушки. Использование Корана Шомбурга, афро-латиноамериканского писателя, чьи работы и коллекции повлияли на Гарлемский ренессанс, поможет Мамдани подчеркнуть уникальное сочетание вероисповеданий, рас и этнических групп в городе. Пожар в центре Амстердама. Загорелась старинная неоготическая церковь, которой было больше 150 лет. Она находилась в полукилометре от музея Ван Гога. По данным местных СМИ, пожар начался около часа ночи 1 января. Огонь быстро распространился по всему храму. Экстренные службы прибыли на место и сразу ввели оцепление на прилегающих улицах. Внутри храма никого не было. Обошлось без жертв и пострадавших. Прибыв на место чрезвычайного происшествия, пожарная служба сразу эвакуировала жителей соседних домов, поскольку сильный ветер разносил искры и горящие обломки по району. Спасателям было сложно тушить бушующий огонь из-за очень узких улочек вокруг церкви. На помощь прибыли военные с самой большой в Нидерландах автолестницей, ее длина 60 метров. Но спасти историческое здание не удалось. Оно сгорело дотла. На этих кадрах видно, как рушится башня церкви. Представители экстренных служб заявили, что здание не подлежит восстановлению. Причина пожара устанавливается.